Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые товарищи, сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Сегодня Путин объявил о совместных учениях ядерных сил России и Беларуси. Практические пуски баллистических и крылатых ракет, отработку управления и взаимодействие при применении ядерного оружия. Давайте, друзья, проанализируем честно, объективно, насколько это опасно, не опасно. Я знаю, что многие переживают, и блогеры рассматривают версию удара, тактического ядерного оружия, не тактического. Но суть это уже скорее игра в термины. Некоторые говорят, что такое тактическое. Просто есть заряд сильнее, слабее. И мы сейчас с вами рассмотрим, к чему приведет. Если будет произведен удар, к чему приведет, если не будет, и зачем вообще эта риторика, есть ли у нее основания изначально, вообще как к этому пришло, впервые ли такое происходит. Давайте с этим разберемся со своей стороны, не забывайте подписаться, пишите комментарии, если есть какие-то мысли по этому поводу, лайки не жалейте, это помогает каналу. Ну и, собственно говоря, я со своей стороны начинаю. Итак, ядерная триада должна гарантировать суверенитет союзного государства. Все это продается как ответ на рост напряженности и крайняя мера. Впервые ли такое происходит? Но когда в руках у той же идеологической и властной традиции коммунисты, которые по сути вернулись и закрепились после 90-х, оказывается, такое оружие история показывает. Они не осторожничают. То есть опасность действительно есть. Они тестируют пределы, рискуют планетарно и ломают все, к чему прикасаются. Хронология безумия такая. Как коммунистический режим обращался с ядерным оружием на конкретных примерах. 1949-1050 годы, старт гонки и первые массовые испытания. СССР под руководством Сталина и затем Хрущева форсирует ядерную программу. После первой бомбы в 1949 году серия атмосферных взрывов. Коммунистическая система не жалеет ресурсов и, конечно же, людей. Ну, естественно, своих. Полигоны в Семипалатинске и на Новой Земле становятся зонами тотального загрязнения. Радиация бьет по местному населению, но партия продолжает. 61 год, царь-бомба. Пик безрассудства. 30 октября 61 года на Новой Земле взорвана самая мощная бомба в истории человечества, так называемая царь-бомба Ан-602. Расчетная мощность у нее 100 мегатонн, реальная около 50-58 мегатонн, это в 10 раз мощнее всей взрывчатки. Это еще коммунисты хотели сильнее ударить, их отговаривали те, кто хоть что-то понимал, то есть там даже внутренняя была полемика, собственно говоря, тогда, наверное, жизнь планеты просто была спасена. Спасибо ученым, которые потом расплачиваются обычно посадки в места не столь удаленные. Но вернемся к самой сути происходившего. Взрывчатки Второй мировой войны вместе взятые и в 1000 раз сильнее бомб Хиросимы и Нагасаки. Взрыв на парашюте на высоте примерно 4 километров. Огненный шар диаметром несколько километров. Грибовидное облако поднялось на 60 километров в стратосферу. Ударная волна обогнула Землю 3 раза. Стекла выбивало за сотни километров. Сейсмические датчики фиксировали сигналы по всей планете. Поселок в 55 километрах был полностью уничтожен. Пилоты бомбардировщика имели реальные шансы не вернуться. Это было чистой демонстрацией силы Хрущева к съезду партии. Всего-то навсего. К выборам, условно говоря, сегодняшним языком. Не военная необходимость, а пропагандистский жест. Коммунисты показали, мы можем создать оружие практически неограниченной мощности и готовы его рвануть. 50-е, 60-е. Серия гигантских атмосферных тестов на Новой Земле и в других местах. Сотни взрывов, включая сверхмощные. Многие в атмосфере, с глобальным выпадением радиоактивных осадков. Таежные эксперименты, другие мирные, не очень взрывы для народного хозяйства оставляли огромные кратеры, заражали тайгу, реки, вашу еду и ваших детей, естественно. Все, что они брали в руки вообще за всю историю существования коммунистов, природа, техника, люди, ломалась и отравлялась. Столько вот сколько они существуют. То есть они не смогли цивилизоваться. Это просто какая-то дикая культура, дикая субкультура, наверное, вот эта коммунистическая. Сейсмические войны, загрязнения, которые до сих пор сказываются. Кубинский кризис и подводные оперативные риски. 62 год, давайте вспомним. Коммунистическое руководство доводит мир до грани ядерной войны, как обычно. Советские подлодки с ядерными торпедами в условиях стресса и потери связи. Один только вот голоса. Василий Архипов предотвратил запуск. Кстати говоря, вот сколько раз спасали. Что царь-бомба, там просто, да, ученый
встают на защиту, ну хотя бы снизить заряд. Что здесь тоже один человек, то есть, которые шли против системы, рискуя своей свободой, жизнью, вот только так, изнутри коммунячего режима, какой-то человек в нем просыпалась человечность, и это спасало мир от катастрофы глобальной, ну вот столько, сколько они существовали, это все время был пример какого-то одного человека, которому, конечно же, надо ставить памятники. Но коммуняки ставят памятники только себе, таким они ставить не любят. Если утонет какая-нибудь подводная лодка, просто утонула. Памятник себе. Система показала, при их стиле управления ошибка апокалипсис. 70-е, 80-е, продолжение подземных тестов и близкие вызовы. Далее, даже перейдя под землю, режим проводит мощнейшие, ну все продолжают уничтожать планету, мощнейшие взрывы на новой Земле, сотни килотонн, мегатонны, сейсмика, сравнимая с сильными землетрясениями, провоцирует оползни, меняет ландшафт. Параллельно ложные тревоги в системе раннего предупреждения. 83-й год, Петров и другие инциденты, где только человеческий фактор спас от ответного удара. Коммунистическая закрытость и паранойя делали систему, по сути, нестабильной, такой волатильной, можно назвать, сегодняшними, опять же, словами. Давайте не забывайте Чернобыль, дорогие мои. Чернобыль, 86-й, как символ, хотя не ядерное в данном случае, да, оружие, ну, если уж мы говорим о ядерной катастрофе и вообще, в принципе, отношение к столь опасному, я не знаю, элементу нашей жизни, да, потому что бывает мирный атом, а бывает атом, попавший в руки к коммунистам. Не ядерное оружие, но та же система, тотальная секретность, пренебрежение безопасностью ради планов и показухи. Реактор взорвался, пол Европы в зоне заражения, показывает, как они обращают, ну, про то, что тут же выгнали людей на демонстрацию, типа все хорошо, перезаражав этих людей, тоже давайте не забывать. С ядерными технологиями, в принципе, они работают как дебил какой-то, которого пустили в посудную лавку. Просто все перебил, переломал. Хорошо, если еще раз окажется где-то рядом человеческий фактор какой-то невидимый, я не знаю, силой, оказавшейся среди них. Просто сама эта система любит халуев и не любит умных. И вот люди, которые оказывались, это какие-то люди, Бог их, что ли, присылал, я не знаю, чтобы спасти планету. Итоговая картина такая. Коммунисты в их советские и постсоветские ипостаси, какое бы время ни было, за десятилетия провели сотни ядерных взрывов, создали самое мощное оружие в истории и неоднократно подводили мир к краю буквально. Они не гарантируют суверенитет, они демонстрируют силу, рискуя всем. Вот что для них главное. Они то, что там страну они защищают, но это, ну, впрочем, верьте во что хотите, да, если у кого-то встречное есть мнение, кстати, пишите, высказывайтесь. У меня, я не коммунист, у меня разрешено. Когда такая традиция снова берется за совместное учение, с пусками и отработкой, соответственно, применения ядерного оружия вместе с Белоруссией, это, естественно, вообще не касается вопросов обороны, это повторение модели, где мощь в руках приводит к глобальным последствиям. Ударные волны вокруг планеты, радиоактивное заражение, риск случайной эскалации. То есть я к чему? К тому, что вот считать, что я видел, что некоторые высказываются, да они это не сделают, потому что там логика подсказывает. Коммунисты, логика, вещи взаимоисключающие. Коммуниста логика, ну, она есть, но она самая простейшая. Как в анекдоте про одну извилину от фуражки. То есть беспрекословное исполнение их команд. Все. А сама эта ячейка, как правило, управляющая, она создана, ну, опять же, да, там какой-то лидер и какие-то, ну, послушные исполнители. Поэтому очень часто оказываются вот эти опасные ситуации. Я к чему? К тому, что случайно может все что угодно произойти. Я бы не давал 100%, что ничего не будет. То есть как-то это надо учитывать и как-то, ну, как-то надо учитывать. Я учел со своей стороны, скажем так, я вот данные наше, вот, мое рассмотрение, вот это видео, оно будет посвящено худшему сценарию, но не пугайтесь, там дальше будет еще хуже, но уже для коммунистов, причем при анализе, что если жахнут. Случайно, специально, в общем, не без разницы. Чем это закончится? Ну, для семей Лаврову. Я просто просчитал, что будет дальше, что будет позволено людям, насколько эта эскалация приведет к снятию, скажем так, некоторых тормозов для радикальной общественности, причем международного плана, по отношению, ну, не знаю, там, к семье Лаврова, к семье этого Усманова, ну и так далее. У них все семьи, там, к семье Путина. Именно я глобально к этому подхожу, потому что охотников за головами по планете их очень много. И будет ли им... Ну, в общем, давайте дойдем до этого постепенно. Итак, радиоактивное заражение, естественно, случайная эскалация. Все, к чему они прикасаются, привел только что примеры, в глобальном масштабе, в историческом ломается или превращается в угрозу существованию, в принципе, на уровне планетарном. История это доказывает многократно. Сегодня, это я только одни из самых громких вещей привел, как бы, надеюсь, понятно. Ну, можете поспорить, опять же, либо добавить что-то от себя. Сегодняшнее заявление Путина, очередная глава, по сути, в той же книге, по крайней мере, как я это воспринимаю. Ну, а теперь давайте представим страшный вариант. Они решили это использовать. К чему это приведет? Поражение Украины, деморализации общества Украины, мировая реакция, как НАТО на это отреагирует. Давайте не будем выбрасывать ничто из этой большой, не знаю, шахматной доски политической.
Поехали? Поехали. Итак, гипотетический, естественно, сценарий применения ядерного оружия России по территории Украины и его планетарные последствия. Итак, сегодняшнее совместное учение с Беларусью, практически пуски и обработка управления ядерным оружием, это не просто демонстрация в логике той же коммунистической, по сути, системы, где власть, закрытость и готовность рисковать ради показа силы стоят выше расчета, ну и, в принципе, здравого смысла. Всегда существует соблазн перейти от учения к применению. Многие боятся именно такого шага, но очевиден исторический вывод, часто они ломают не от смелости что-то, да, вот этот шаг делают последний, а от тупости своей просто врожденной, потому что сама система вот этих коммуняк, она была построена не на выпистовывании каким-то, да, интеллектуалов. Интеллектуалы, если оказывались в этой системе, то скорее случайно, ну а потом обычно в Англитерах вешались, образно выражаясь, но тем не менее, едем дальше, не будем отвлекаться. Итак, как правило, все их смелости были скорее от тупости и желания повыделываться. Ну, то есть, от какого-то комплекса собственной неполноценности, неспособности что-то самим изобрести. Тем не менее, паранойя, естественно, то есть страх, все время преследование, весь мир против нас и привычки решать проблемы эскалации. Но давайте теперь объективно попробуем разобраться, что было бы, если бы они все-таки решились на этот очередной паранойный свой шаг, применение тактического ядерного удара по Украине, скажем, по воинским скоплениям, логистике или городу где-нибудь в прифронтовой зоне. Краткосрочный военный эффект, первые часы, что будет? Тактический заряд от 10 до 100 килотонн создаст зону полного уничтожения радиусом в несколько километров, сильных повреждений 10-20 километров, радиационное заражение, как увеличенная версия Чернобыля, локально. Украина понесет тяжелые потери, часть фронта станет буквально мертвой зоной, но военного перелома, скорее всего, не произойдет. Вот здесь объективно, я вообще-то дал искусственному интеллекту, ну просто, да, то есть сделай такой прогноз, проанализируй, он может ошибаться, но он, понимаете, он объективно будет, поэтому будет подтягивать какие-то версии, примеры, возможности, опять же, имея основу, всю ту энциклопедию, которая в него закачана. Итак, украинские силы будут рассредоточены, они уже сейчас рассредоточены, поэтому это их все не снесет. Естественно, Запад уже сейчас поставляет дальнобойное оружие, удар не остановит сопротивление, а скорее всего усилит его ярость. Так что приграничные территории России и до Урала, уже теперь приграничные территории, куда дотягивается это оружие, ну, как бы едем дальше. Реакция мира какая будет? Вот это начинается самое интересное, как мне кажется, от изоляции к серой зоне и охоте. Мир, особенно Запад, но не только, то есть не надо забывать, что это тут же автоматически втянет все страны в ситуацию. И, естественно, все автоматом признают это преступление против человечности, нарушением всех табу после 1945 года. Какие будут последствия? Немедленная изоляция России, безусловно. Даже Китай и Индия отвернутся, забудьте про поездки там и разговоры какие-то. Дистанцируются или осудят, или захватят часть территории. Китай давно присматривается, он вообще бы об этом мечтал только потому, что он тут же бы откусил Дальний Восток, и, может быть, не очень дальний. Там, не знаю, Саха-Урал, привет, значит, вспоминайте, как это было российским. Полный экономический коллапс. SWIFT отключен полностью, нефть, газ никто не покупает легально, активы заморожены, элита РФ становится токсичной глобальной. Вот здесь начинается самое интересное, потому что, все знают, что все, кто там выделываются на федеральных каналах в России, все глобальные сети, кланы, они все деньги, то, за что они держатся истинно, вот прям душой и сердцем, это все на Западе сегодня. Собственно говоря, от их коммунистического прошлого только это, хотел сказать, их отделяет, да, и тогда, так или иначе, прямо или косвенно качалось в ту сторону. Но, тем не менее, не будем на этих нюансах. Мы знаем, что все их семьи живут вплоть до того, что единороссы ездят в Чили, там, где коммунистов когда-то вырезал Пиночет, что забавно выглядит, получать сильные паспорта. Вот с этого момента не будет никаких сильных паспортов, не будет никаких этих финансов. Уже никогда ни через какого Лаврова, никакой Усманов ни о чем не договорится ни с кем, больше он сам все потеряет. Будет пытаться сказать, да я там Узбекистан и так далее, в общем, насколько это получится, еще раз, его будут слушать уже не те, кто готовы там гуманно к чему-то относиться, а те, кто вообще знать не знают, они просто знают, что он в России копает, там ковыряет свои разрезы, делает, и там какая-нибудь Латинская Америка, по которой облачко какое-нибудь пройдет, и там какой-нибудь, да, такой обученный воин, они себя считают потомками племени майя, они вообще смерти не боятся, пусть ему Усманов там что-то расскажет или попробует в него, он любит так делать, тьфу в тебя, да, вот пусть он в него плюнет, посмотрел бы я на эту картину. Но, тем не менее, не будем отвлекаться. Опять же, возвращаемся. Итак, военный ответ НАТО. Тут же автоматически НАТО, скорее всего, подключится. Массированные удары обычным оружием по российским силам в Украине, Черноморскому флоту, базам снабжения, ПВО и командным центрам. В тот момент тут же вот все эти, кто говорит, что против нас весь коллективный Запад, они увидят, что такое коллективный Запад. Россия лишится армии просто, скорее всего, предполагаю, я, кстати, соглашаюсь в этом смысле с искусственным, то, что, прям вот была армия и нету сразу. Возможно, вход натовских
сил на территорию Украины, я бы не исключал на территорию России, там уже большой вопрос будет существования России в принципе, потому что если НАТО не войдет, ну кто-нибудь войдет, не знаю, надо у Китая спросить, вежливо, а вы войдете? Для защиты от дальнейшей ядерной угрозы. Кибератаки на российскую инфраструктуру, потопление значительной части флота, уничтожение авиации, Россия рискует потерять способность вообще вести хоть какую-нибудь войну, даже против своего народа, что очень любят коммунисты. Серая зона и глобальная ненависть. Вот тут я бы со своей стороны даже себе пометил, что я считаю, что это главным страхом, но искусственный он этому уделил меньше всего внимания, тем не менее. Самое страшное для элитки — это история против людей с детьми, родственниками по всей планете, куда они их растаскивают и разбрасывают, своих мажориков. Этому я просто немало уделял внимания, поэтому, ну, как-то вот я склоняюсь к этому, но это может быть уже моя паранойя, не судите строго. Для значительной части мира европейцы, американские, украинская диаспора, которые теряли родных, близких, ноги пришивали новые протезы детям 12-летним, янам различным из Краматорска. Украинская диаспора, даже многие и в Азии, Латинской Америке, то есть для них снимутся табу. Руководство Российской Федерации, военные, пропагандисты, олигархи станут персонально виновными. То есть вот просто родственники Лаврова, которые вообще в России не жили никогда, они станут персонально виновными. Вот прям вы их потом не переубедите никакими законами. Международные ордена по поводу официально все равно искусственный подходит к тому, что как это будет выглядеть официально, но я бы не забывал и неофициальные варианты. Но тем не менее, он этому, кстати, тоже уделяет внимание. Международные ордера, трибунал, расширение Гааги, охота за головами как мейнстрим в определенных кругах, части разведки, украинской, западной, спецслужбы, возможно, негосударственные акторы. Вот я бы на это очень сильно, ну скажем так, не то чтобы я бы на это ставил, я бы сказал так, что это первое, о чем думают те, кто вот много болтают. Те, у кого озеро, кома, так сказать, но снится. И снится нам озеро у дома. Вот, но а сынок-то там. А сынок-то там. Перемещения элиты по миру станут крайне опасными. Отказ в визах, аресты активов, риски для семей. Многие окажутся в фактической изоляции или под постоянной угрозой. Ну, вот и все, что он уделил искусственный интеллект тому, чему грозит, то, что он считает, что для них самое страшное потерять бабки. Я, кстати, с ним соглашаюсь. Но я не исключал бы, что они жить тоже хотят. То, что их начнут просто уничтожать физически, ну, он об этом где-то и боится говорить, ну, потому что действительно тема такая опасная, чтобы не выглядело, да, как призыв. Но я к чему веду? К тому, что не то, что это будет или не будет. Я думаю, что в голове каждого из них, которые сейчас сосут, да, из России и накачивают, там, не знаю, через Пугачева они, может быть, намывают эти деньги, ну, это такие мои расследования, предположения, кто бы то ни был. Все они потеряют хоть какую-то и даже игрушечную легализацию про какие-то там свои там, высказывания, еще что-то. Все, кто будут носители этих капитала, все, кто будет просчитываться даже на моем уровне или даже меньше, они станут товарищи с мишенью на спине. И кто к ним придет? Просто какая-то банда латиноамериканская или индонезийская скажет, давай, переводи. За них никто не заступится. Я к чему веду? К тому, что они будут изгои, они будут грязь. И даже правоохранители той страны, где их поймала бы какая-нибудь, даже банда, за них не станут заступаться. А у них активы, миллионы. Что-то в крипте. Понимаете, крипту не заморозишь, но придут отморозки. Вот на чем. И вот теперь самое главное. Я думаю, что это у них в голове. Не то, что я говорю, так будет или не будет так. Самое главное, почему они, скорее всего, не нажмут кнопку или не дадут друг другу. Потому что их элитку начнут уничтожать индонезийские отморозки. Те, которые опытно умеют получать ключи доступа к криптокошелькам при помощи волшебного, совершенно уникального, универсального ключа, который в простонародье называется паяльник. Вот такая история. И они это прекрасно понимают. Внутри России возможный раскол. Часть силовиков элит может попытаться сдать виновных, выкупая свою голову, но это еще когда Емелька Пугачев. Да, то есть сдадут мою голову, выкупая свои. То есть все пройдет все той же методикой. Ну, то есть спрятаться будет невозможно, сами друг друга будут еще сдавать. Долгосрочные последствия, месяц, годы, риск дальнейшей эскалации. Если Россия ответит новыми ударами, вероятность прямого столкновения с НАТО просто уже тогда, просто почти очевидно будет. Полноценная ядерная война маловероятна сразу из-за взаимного уничтожения, но цепочка ошибок, ложные тревоги, паника может привести к катастрофе. Хотя бы локальной или даже не локальной, коммунистической, в принципе, традиция паранойи и закрытости только повышает такой риск. Вот что опасно. Опасна сама суть вот этой системы. Глобальные эффекты. Радиоактивное облако в зависимости от ветров затронет соседей. Экономический шок, цены на энергию и продовольствие взлетят. Ядерный табу сломан. Другие страны, Китай, КНДР и так далее, могут почувствовать себя достаточно свободно в этой ситуации. И некоторые считают некоторые территории России своей. Для самой России режим либо рухнет под давлением внутренней чистки бунта, либо превратится в полностью изолированную Северную Корею с ядерным чемоданом, бедную, озлобленную, с утечкой мозгов и
деградации. Я, честно говоря, не исключал бы бунт, хотя, ну, кто знает. То есть мозги оттуда утекут. То есть это будет Северная Корея, один дурак какой-то круглый, розовощекий, прыгающий, там, дебил какой-то. Да, и вокруг люди просто, которых с детства выращивают, ну, то есть без мозгов, без образования, то есть с урезанной совершенно, ну, такие дети Маугли. Все, что они берут в руки, по сути, да, этому есть примеры, в большом масштабе ломается природа, экономика, международные связи, да, вот Лавров, у которого нету ни одного достижения. Даже у Ельцина, черт побери, как только он выкинул партбилет, каким-то образом он умудрился сделать гениальный ход, это не отнять. Он сумел сделать балканский рывок, это, я уверен, что, не знаю, вошло или нет, но это будет в учебниках по политологии, потому что одним действием, ни одного выстрела, хотя сейчас фильмы снимают такие заказные, что там была стрельба, никакой стрельбы, там суть была в том, что уже все было расстановлено, зоны влияния, он взял и забросил туда несколько своих солдат. И все. Из-за того, что, то есть, он сломал систему. Разрушай системы, как Сунь Цзы говорил. То есть разрушай коалиции. Он этим разрушил коалиции. И всем пришлось передоговариваться. Дело не в том было даже, что Россия имела сильный голос. Он появился после этого. Это ставили в заслугу Ельцину. Но самое главное, что он отобрал голоса у других, то есть он заставил их передоговариваться. И все, бомбардировки Сербии прекратились. Из-за того, что он сломал колесо, он сунул палку в колесо. Это было невероятно. Еще раз, да, вот у него есть мощное какое-то такое наследие политической мудрости, ну и так далее. Вот. Этим и надо мерить. Но вот Лавров, он просто феноменальный. Я не знаю ни одного какого-то вот жеста, который бы в дальнейшем когда-нибудь кто-нибудь бы цитировал или приводил пример. Вот однажды был такой политический деятель. В чем? В трусах он однажды сидел и обсмеял полпланеты. Зачем он там сидел? Я даже не помню, о чем он говорил. Вот он может, он славен только тем, что у него вытянутое лицо, и над этим смеются. И то, что он однажды сидел в трусах семейно. Охренеть. Международными отношениями занимается. Ну, это так я к слову, да, еще раз. То есть нету ни одной способности, совершенно отсутствует. Ну, материться еще время от времени, оскорбляет всех журналистов. Ну, что ему и остается. Тем не менее, итак, все, что они берут в руки, естественно, в большом масштабе ломается. Природа, экономика, международные связи, где они, собственная безопасность, то есть по своему народу и по себе. Вот чем они опасны, да, то есть это глупость такая, особенность менталитета данной субкультуры, я бы сказал. Объективный итог такой можно подвести: применение ядерного оружия не сделает Россию сильнее, оно превратит ее в глобального изгоя номер один, ускорит поражение в Украине, то есть она проиграет после этого, ну, практически вот 99%. И, ну, причем жертвы будут такие, что это, я не знаю, таких трагедий еще не было, ну, то есть были, да, Хиросима, опять же, но, ну, вот не знаю, короче, пишите, мне трудно подбирать слова, потому что как-то залез я в неизведанные воды все-таки, да, такое сослагательное наклонение, но это не совсем история, да, это такой прогноз. И поставит, само собой, под угрозу само существование режима и страны. Еще раз, вот тогда ее разорвут. Опять же, тот же Китай, ну, там есть многие, кто считают некоторые японские острова японскими. И многие другие территории. И вообще забудьте про какое-то влияние на ближние, значит, СНГ республики, там приграничье, да, ближнее зарубежье. Расползется все остатки. Там Московию на 8 кусков еще поделят, вспомнят, кто там вообще где, когда раньше жил. Кстати говоря, вполне себе вероятно, что это и будет. Ну, еще раз, так, все-таки это фантазия, давайте этого не забывать. Это именно тот тип дурацкого шага, не смелость воина, а истерика системы, которая привыкла решать проблемы насилием и демонстрацией силы, не просчитывает цену. История советских испытаний, царь-бомба, сотни взрывов, глобальные войны показывает, как такие люди получают мощь, они ее используют для шоу и давления, а не для рациональной обороны. Ну, такие тикток войска коммунизма. Сегодняшнее учение — очередная ступенька на этом пути. Слушающий меня вот на данный момент, конечно же, сам может со своей стороны добавить там про мотивацию, как вы это видите, вот это произошло, кстати, это дополнило бы картину. Страхи элиты или параллели с прошлым, что здесь важнее, что больше сработает, это не гарантия, конечно же, суверенитета, а путь к самоуничтожению системы. Ну, по крайней мере, вот такой небольшой анализ я попытался сделать, не знаю уж насколько, да, он получился объективным, искусственный интеллект я использовал, естественно, использовал какие-то свои комментарии, потому что, ну, у меня есть свое отношение, я коммунистов застал. Я представляю себе, как они примерно действуют, опять же. Примерно представляю, хотя, конечно, могу ошибаться, опять же, субъективность в данном случае, это очень серьезный минус объективности. Но старался быть объективным. Совсем буду объективным, если вы что-то с своей стороны выскажете, ну, где я что-то не учел, может быть, неправильный пример привел, тоже все может быть. Да, и не говорите, что это не коммунисты, потому что они в силу возраста ничем другим быть не могут, кто у власти сейчас. Не просто коммунисты, мне кажется, они в революцию уже были. Увидимся.